Здравствуйте! Сегодня посмотрим достаточно такую несложную идею. Она достаточно красивая и партия достаточно маленькая, но она будет вам полезна. Игьян Гренедайк играл с Мартином Долфингом. Это сезон круглого чемпионата 2013-2014 года. Ну вот мы помним, что в 2014 году уже так вот звезда Яна наиболее ярко, я бы сказал, начала появляться на соревнованиях. То есть это чемпионат Европы в Таллине, как вы помните, откуда он попал на чемпионат мира. Ну и далее вот там было супер место, второе место на чемпионате мира. Когда он там вообще мог, то есть по удачному стечению обстоятельств стать чемпионом мира. Ну вот Ян, конечно, один из феноменов теперешней молодежи голландской. И вот он проиграл эту партию, ну это я говорю, что он маленький еще достаточно был, но уже там в соревновании он выиграл достаточно сильное. И играл с Мартином Долфингом, ну, очень сильный голландский гроссмейстер, был чемпионом Нидерландов, ну и вот он теоретик, достаточно сильный теоретик. Часто очень раньше его комментарии были на турной базе и достаточно, кстати, интересные комментарии были. Так, давайте смотреть партию. 42-37, вот Ян пошел, и это была его ошибка. То есть, видно, не рассчитывал на эту жертву, наверное, думал, что так, вот здесь вот, конечно, сразу опровергается это все, но можно на 12 побить. Сюда нам, может, и не стоит бить. На 6, так, давайте посмотрим, что тут на 6. Ну да, здесь такая сложная позиция, здесь все-таки дамка ловится, можно даже дамку потом словить, ну то есть подстроиться. То есть так, наверное, не стоит ходить. Может, побить лучше на 12 в этом случае. Ну да, вот такую позицию можно играть, то есть на 12, на 37. То есть вот такая позиция была, но если бы не одно но. Здесь 24-29 было, вот симпатичная вот эта жертва, ради которой в основном смотрю эту партию, и 17-21. И вот здесь-то позиция как раз уже и проиграна, я считаю. Давайте посмотрим сначала. Здесь некоторые моменты будут вам полезны, я считаю. Так, ну вот 31-26, ставить он не стал. Ставить как-то страшновато. Я всегда, кстати, боялся здесь в этой позиции ставить кола. Тут надо посчитать очень серьезно, все посчитать очень серьезно, потому что, допустим, даже вот куда-то пойти, но 33-28 позиция-то, наверное, удерживается. Нет, удерживается здесь наверняка все это, конечно. Ну, в принципе, да, можно играть, но может не захотел каких-то разменов, бог его знает, тут 37-32 и так далее. Тут размены, наверное, пошли бы. Тут тоже может момент быть. Конечно, я чуть-чуть с позиции, вот почему у меня такие вот рассуждения были, перепутал с какой позиции, видите, я так сразу не смотрелся, честно говоря. То есть это 22, и вот он получил по рогатку Мартин, но вот интересно то, что он смело играет, и он правильно играет против полурогатки. И вот давайте смотреть. То есть 19-23. Да, такой вот ход, я не думаю, что вот этот ход его 17, понятно, он избегал бы, наверное, этой полурогатки, но я не думаю, что такой ход где-то его устроил, подошли бы 44 и так далее. То есть как-то позиция, ну, у черных не сильно хорошо смотрится, потому что здесь забита вот эта шашка. И здесь при случае опять будет эта полурогатка. То есть, ну, логично. Вот 19. Ну, сейчас будем смотреть, как он сыграл против этой полурогатки. 14-19. Естественно, тут никаких ходов. Если полурогатки, мы бы уже 20-25 пошли, то есть, чтобы свободно было ходить. Но полурогатки этого, то есть, не требуется хода. Ну и здесь вот получается так, с темпами давайте посмотрим. Ну, с темпами вот как раз то полурогатка, но в начале партии черные набрали темпов, и теперь 4 темпа, ну там вот
чуть-чуть отыграли, белая, получается, полурогатка, но покуда без темпов. И их отдавать, естественно, не стоит. Вот 11.17 он сразу пошел. То есть, дабы не было там каких-то нюансов. И вот нападать-то он как раз то, вот важный момент, нападать он не собирается. То, что желательно не делать в полурогатке. То есть, если много шашек, то, понятно, вы вынуждены в полурогатке вот этой нападать. Но вот если шашек нету, то нежелательно и даже желательно не нападать, просто играть здесь вот на этом фланге центра. То есть 40-35 и здесь вот 33 он пошел. То есть стандартно играет на этом фланге. Ну и то есть Мартин в центр ходит. И вот он центр просто, видите, завоевывает центр. И здесь очень важный момент, почему смотрим тоже один из моментов эту партию. То, что, видите, вот нету разменов. Надо, чтобы, конечно, более свободно играли белые на этом фланге. Желательно вообще, чтобы они этот фланг занимали, доминировали, что очень, кстати, редко получается, хочу сказать. Не часто в партиях. То есть получается, но не часто. И вот, смотрите, видите, ну, грозит 4, естественно, 43. Вот здесь вот надо было как-то, наверное, меняться, но вот видите, уже меняться. Если меняться, минус 7 темпов. И тут, конечно, позиция такая не сильно красивая у белых. Видите, шашек явно недостаток. Шашек и, допустим, 48, 49. Видите, понятно, что позиция даже, может, я не знаю, так, ну, 16 то хочется, но тут 37 могут быть размены, конечно. Может 11-17. Ну так или иначе, черные будут доминировать очень сильно в этой позиции. То есть, видите, у них везде коронки, то есть позиция очень хорошая. Ну вот 42. И вот такая вот позиция. То есть жертву как раз я, наверное, вот эту вот жертву и не видел. Ну, сегодня, вот, как я уже говорил, очень короткая партия, и я с вами прощаюсь.